Этой зайке не нужна хозяйка. Подкаты такие. И мужики такие... Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Я принцесса. Ты в башне принцесса. Ну, в смысле, я принц, которого выпускаю Давай я увозит буду на принцесса. коне. Да, давай. Я всегда рад. Садись, запрягаю. Эх, Прыгай, Никита. Рапунцель, спусти свои косы. и свои-то, да, особенно спущу. Уф, Ну, чужие спусти, там продаются. ладно, спусти чужие косы. Привет, я Марина. Привет, я Никита. Мы ведущие подкаста Easy Russian. Это подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что. И я хочу поблагодарить за эту запись моих друзей из Грузии, которые предоставили мне эту прекрасную студию и согласились помочь мне с этой записью. Вот, записываюсь я сегодня отсюда. А ты где, Никита? А я, в свою очередь, хочу поблагодарить своих друзей из Латвии, чудесных волонтеров, которые помогают журналистам, оказавшимся в Латвии, и которые предоставляют мне студию, в которой я записываюсь, уже, наверное, 2 с лишним года. Вот. Здесь при помощи настольной лампы и, как мне показалось, красивой подсветки, я соорудил такой лук, который, как мне кажется, подходит к теме нашего сегодняшнего разговора. А о чем мы говорим сегодня, Марина? А говорим мы сегодня совсем не о друзьях, а о партнерах. А точнее о том, как мы их находим, где мы это делаем и как мы вообще ходим на свидания. То есть это выпуск о дейтинге. А по-русски, как бы ты это сказал? О знакомствах? О романтических знакомствах? Ну, вообще, кстати... Романтические знакомства. Мне кажется, дейтинг вполне себе включает дружбу и друзей, так что, мне кажется, это понятие шире. Интересно. Все в А порядке. я, кстати, дейтинг обычно использую только, когда имею в виду какие-то романтические отношения. Ну, а ты? Ты же можешь иметь в виду все, что угодно, а, как говорится, как там человек предполагает, а Бог располагает, есть такая пословица. Вот у меня очень многие мои дейтинги, я бы даже сказал, большая часть моих свиданий обернулись именно дружбой, в некоторых случаях очень крепкой, многолетней дружбой, которой я очень рад и горжусь. Круто. Обязательно расскажешь об этом, мне интересно Да. очень. Но сначала я бы начала, знаешь, с чего? С Так. того, где мы вообще знакомимся. Вот ты где знакомишься с людьми? Ну, вообще с людьми или в романтическом смысле? Ну, давай для начала вообще с людьми, а потом и в романтическом. Вдруг сойдется. Ох, вообще с людьми я чаще всего знакомлюсь по работе, честно говоря. Потому Окей. что в основном во мне включается моя субличность, отвечающая за общительность, главным образом в командировках или в каких-то поездках, я не знаю, на улице, когда я работаю. Может быть, это моя деформация, и я вообще считаю, что работаю почти всегда. Но вот именно в каких-то рабочих поездках, на каких-то мероприятиях, митингах, я не знаю, и чем угодно еще таком, я обычно и знакомлюсь с людьми. Иногда я знакомлюсь с людьми в поездках на отдых, иногда, когда занимаюсь своим хобби. Вот, например, когда я увлекался мотоциклами и много катался на мотоцикле по Москве и Подмосковью, я знакомился с другими мотоциклистами. Но Да, это этот правда большое этап комьюнити, давно кстати. позади. Да. Должна сказать, между прочим, Никита, что, мне кажется, мотоцикл – отличный способ познакомиться с девушкой. Как ты думаешь? Ну, у меня только один раз был реализованный мотоцикл в качестве привлечения противоположного пола, ну или вообще в качестве привлечения любого партнера. Один единственный раз мне действительно написала девушка, которая попросила меня прокатить ее на мотоцикле. А у меня просто тогда в Тиндере стояла фотка среди прочих, ну как же не воспользоваться, меня, значит, там, облокотившимся на мотоцикл со шлемом под мышкой. И вот она написала и попросила меня ее прокатить. И я ее прокатил, катал даже дважды. У нас были очень хорошие Звучит свидания. двусмысленно. И прекрасное общение. Нет, никакого секса между нами не было, и даже ни единого поцелуя. Вот. Но вот она как раз стала одной из моих ближайших подруг с тех пор. Мы очень
плотно и много общаемся. Девушка оказалась прекрасным писателем, она пишет замечательные рассказы, она ведет прекрасный телеграм-канал, не буду его рекламировать, но, может быть, потом прорекламирую отдельно, если кто захочет, пишите мне. Вот. Она оказалась прекрасным абсолютно человеком, с которым я вот горжусь дружбой, честное слово. Ты знаешь, есть среди мотоциклистов, ну, может быть, я не права, конечно, но наслышана о таком. Нет, я много слышала от разных мотоциклистов шутливую поговорку: «Села, дала, уронил, женился». Что означает, как только девушка села на мотоцикл, она автоматически рассматривается как романтический партнер. Нет, давай так, слово «дала» в данном случае — это же организм, означающий секс. Именно что секс. А в среде таких мотоциклистов, кто исповедует даже в шутку это правило, не принято катать тех женщин, которые изначально не подходят под категорию сексуально привлекательного партнера. Поэтому села, дала, это скорее означает неминуемый секс, если ты решила прокатиться с мотоциклистом. Ну да. А я если хотела тебе избежать вообще этих формулировок, предложена такая опция, то значит, ты уже нравишься. Но я, конечно, такое правило не исповедую. Как ты можешь понять по моему рассказу, никакого секса, никакого принуждения к сексу и вообще, в принципе, сексуального контекста, как ни странно, в этом особенного не было. Вот, поэтому... А «уронил, женись», да, действительно, это хорошее продолжение, которое хоть чуть-чуть все-таки вносит, ну, хоть какой-то баланс в эту сексистскую конструкцию, имея в виду, что, ну, за этими радостями следуют и многие ответственности. Если уж ты принуждаешь даже в шутку женщину, которая согласилась с тобой прокатиться к сексу, то, значит, будь любезен, отвечай за последствия и секса, между прочим, и катания. Так говоришь, как будто женитьба в этом случае воспринимается как такой крест, что означает это не чувствуется по контексту? Ноша. Конечно, ну, естественно. Ну, так имеется... Ну, по контексту, нет, что мне нравится в этой ситуации, что и секс почему-то воспринимается, может быть, не как такой крест. Как обязанность. Как женитьба, но тоже как будто бы женщины не хотят секса, а мужчины не хотят жениться. Вот как-то это прямо чувствуется из этой конструкции. Да, я согласна. Хотя, может быть, в основном, знаешь, не в основном, хотя часто бывает и наоборот. Или обоюдно. Женщины хотят секса, бывает. А жениться, может быть, и не очень. Замуж, что ж такое-то? Не тех мы выбираем партнеров постоянно, скажу я сразу, забегая вперед. Ну ладно. Это шутка. Ладно. Да. Ну ладно, уйдем немножко от мотоциклов, хотя я, честно говоря, клюнула на эту удочку однажды, и мотоцикл для меня был такой своеобразной приманкой. Ну, для начала просто визуальной, а потом я уже влюбилась в человека. Сработало. Но это был... На меня 100% сработали. Отлично. Обе части поговорки. Но только это было в другом контексте, в контексте как бы взаимопонимания, любви и уважения, что Не важно. одно лишь правило мотоциклетное вас свело вместе, я полагаю. Было кое-что еще. Да, много чего было, но вот я должна признаться, клюнула на мотоцикл и сказала, ну, в общем, у меня... Я как-то делаю первый шаг, как будто. Я часто вообще, кстати, сейчас задумалась, что я вообще часто делаю первый шаг. Горжусь тобой. К мужчинам. Расскажу сейчас про одну... давай поговорим с тобой еще. Сейчас я расскажу про мотоцикл, поговорим с тобой про первые шаги. Давай. Завершая историю свою про мотоцикл, хочу сказать, что я написала, что хочу покататься на мотоцикле, и пока он меня не покатал, я не отстала. В итоге меня, кстати, тоже убеждали довольно долго, да. Да, и вот смотри, мы вот с этим человеком очень похожи, потому что мне тоже не очень хотелось катать, не потому что я жадный или еще что-то, а как будто бы меня немножечко волновала ответственность за жизнь еще одного человека. Ну да, это правда. Ну, может, он хотел. Хотел. Что ты сразу? Не знаю. Ну, ладно. Действительно. Нет, пришлось же не отставать, ты сказала, значит, надо было проявить настойчивость по каким-то причинам. Это не бросился он катать тебя сию просто. секунду. Ну, я маленькая просто была. Понятно. И настойчивая, да. Так, ты хотела животрепещущую тему Животрепещущая тема про первые шаги. Да. Кто же все-таки должен знакомиться первым? Так. Парень или девушка? Девушка.
Я всю жизнь так делаю. Я знал, что этот вопрос будет, и я очень рад, что мы до него дошли. Всю жизнь я принципиально не знакомлюсь с девушками, я позволяю им знакомиться с собой. Вот так вот. Вот так вот Ну, ты пафосно хорош. звучит. Нет, Я считаю, это не совсем так. планка. Это не совсем то, что я хорош. Просто сейчас коротко расскажу про свой поход в Тиндер. Вообще, я всю жизнь так или иначе пользуюсь с того момента, как, по крайней мере, появился интернет, а появился он в моем случае в 95-м году, то есть довольно рано, я пользуюсь интернет-знакомствами. Когда-то это были сайты знакомств, сейчас это приложения, наверняка будет еще какая-нибудь эволюция, но всегда меня раздражала история в этих интернет-знакомствах, что все девушки, по крайней мере, так было в России, ждут от парней первых шагов. Ну, наверное, как и в жизни, в общем. Мне-то это казалось не очень честным. Ну, еще я стеснительный человек, у меня куча комплексов. Поэтому всю свою жизнь, пользуясь интернет-знакомствами, я никогда никому не писал первый, а только отвечал тем, кто пишет мне. И мне очень нравится эта позиция. Она оказалась очень удобной. Лично, да. Вот так, чтобы с кем-то познакомиться в романтическом смысле, мне тоже кажется, я никогда не делал. Бывало так, что я знакомился с кем-то в целом, ну, например, тоже по работе, или заговаривал из какого-то интереса, но у меня не было задачи с этим человеком познакомиться в романтическом смысле, но бывали случаи, когда впоследствии завязавшейся дружбы или общения приятельского, потом это эволюционировало в отношения. Но я никогда в жизни никому не подходил знакомиться вот с целью позвать на свидание. Я этим не горжусь, это моя стеснительность, но мне никогда это не нравилось, и я этого никогда не делал. Я считаю, что должны знакомиться и мальчики, и девочки друг с другом. Согласен. Ну, не только друг с другом, а с кем вообще хочется со всеми. с тем пусть и знакомиться. Да. Со всеми, да? Да. Независимо от гендерной принадлежности это должно быть, потому что все мы в первую очередь люди, и эти стереотипы навязаны нам. Если ты... А часто, например, я как девушка долго... не то чтобы... Нет, ты знаешь, я вот сейчас не хочу соврать просто, поэтому пытаюсь вспомнить, как я думала и действовала раньше. И сейчас я просто более уверена в себе, и поэтому могу, например, сама познакомиться. Иногда я часто это делаю сама тоже. Начинаю сама писать или... просто знакомлюсь сама с людьми. Хоть мне и страшно, но я могу подойти, но мне нужна цель. Я должна понимать, зачем я это делаю для себя. Вот, тогда я могу этот страх перебороть. Вот. Но раньше у меня в голове, конечно же, была эта патриархальная очень установка, что только парень должен знакомиться, принц на белом коне, никак иначе приезжает, из башни тебя просто достает, сажает на коня и увозит в долго и счастливо. У меня такое же ожидание. У тебя такое же? Только наоборот. Я все. В смысле, к принцессе. Не, я все. Ты принцесса. Я принцесса. Ты в башне принцесса. В смысле, я принц, которого пускай давай увозит принцесса. Давай я буду на коне. Да, давай. Я всегда рад. Садись. Запрягаю. Эх. Прыгай, Никита. Рапунцель, спусти свои косы. Свои-то, да, особенно спущу. Чужие спусти, там продаются. Спусти чужие косы. Спусти чужие косы, Рапунцель. Так вот, нет, у меня эта иллюзия все разбилась, и реальность, я считаю, что это абсолютно неправильно, и более того, я считаю, что сейчас, кстати говоря, есть тренд такой на то, чтобы женщины первые делали предложение руки и сердца, если Отлично. Руки и сердце. Кстати, выражение Гениально. Предложение руки и сердца. Запомните это выражение. Устойчивое в русском языке, часто употребляют, имея в виду предложить выйти замуж или жениться. Как правило, предлагают выйти замуж, потому что не принято, чтобы женщина первая предлагала жениться. А я абсолютно уверена, что круто, чтобы это было нормализовано, потому что мы равнозначны в своих желаниях, и далеко не всегда эти желания сходятся, и, может быть, девушка... мне кажется, круто, когда девушка может тоже делать, это нормализовано будет, когда девушка тоже может делать предложение, потому что, часто, парень готов, да, и он делает предложение. А если она не готова? А если она будет делать предложение, тогда тут немножко позиции уравновешиваются. Если он не готов? Уравновешиваются. Тогда он тоже может, тогда он себя поставит на место женщины и будет уже думать немножечко по-другому, может быть, знаешь. Думать с обеих сторон, потому что в целом в жизни важно, мне кажется, пытаться
посмотреть со стороны другого человека, Абсолютно из другой справедливо. перспективы тоже. Вот, так что здесь я типа за тотал равноправие, за полное, извините, мой англицизм, равноправие. Но да, у меня долго была установка, что, ой, я такая стою, значит, жду принца, ой, жду. Но, честно говоря, я эту установку всегда нарушала. Ну вот как с мотоциклом, Молодец. так и со всем остальным. Не знаю, откуда у меня это была прыть такая, честное слово. Не всегда она меня приводила в хорошие истории. У меня было несколько таких на грани прям как бы историй с мужчинами, но все каким-то образом обходилось нормально. Обойтись — это означает, что ничего плохого не случилось, хотя могло бы. Хорошо. Вот. А расскажи, Никита, какую-нибудь историю, когда с тобой познакомилась девушка. Ой, ну они же всегда со мной знакомятся, просто на улице не очень часто. А то, о чем я тебе сказал, это интернет-знакомство. И я тоже, очевидно, реагировал на этот суперпатриархальный тренд, который был особенно там. Я полагаю, что во всем мире и в России тоже этот тренд немножко эволюционировал. А вот буквально еще 10 лет назад, например, это было невыносимо, потому что каждая анкета каждой девушки в интернете, значит, призывала, чтобы ей писали. И там даже прям было «не пишу первое». Например. Но там, правда, было очень много еще и других требований, типа там жадные не пишите, женатые мимо, там извращенцы брысь отсюда. Я однажды сделал себе анкету в Тиндере, которую составил из противоположных описаний всем основным вот таким вот заведомым требованиям женщин. То есть у меня была анкета типа «жадные пишите», извращенцы, добро пожаловать, женатые, Класс. жду вас с нетерпением там и так далее. Мне очень много писало женщин после этого в эту анкету, но вовсе не для того, чтобы реализовать свою там замужность, извращенство или еще что-то. Их просто очень это смешило. Они, конечно, узнавали это и с удовольствием со мной общались. А вообще мне было мне в целом было непонятно, что за список требований к абсолютно незнакомым людям изначально. Это же какой-то ужас. И вот так же мне Может не нравилось, быть, они да? знакомиться не хотели. Сразу отсекали все. Ну, может быть, но с другой стороны, ну а какая мне разница при знакомстве, замужем человек или нет? Это же только знакомство. Это только потом станет иметь какое-то Я значение. не совсем с тобой согласна, потому что мне кажется, когда ты идешь в какой-нибудь Тиндер, ты заведомо идешь туда, чтобы найти, скорее всего, не друзей. Кстати, там есть опция, ты можешь поставить, что Есть, ты да? ищешь О, друзей. хорошо. Да, Так. она теперь есть, не знаю, насчет раньше. Ну хорошо, она а не была. зачем ты идешь в Тиндер? Ты идешь в Тиндер, чтобы найти какие-то романтические, в первую очередь, знакомства. И как ты правильно сказал в начале нашего диалога, что ты предполагаешь, а Тиндер располагает. И ты, может быть, за дружбой идешь что-то, да? А он-то или она вовсе нет. Надо ладно, это, мне кажется, всегда испорченный учитывать. человек, меня бы никогда в жизни бы не особо не смутило бы, замужем человек или нет, честно. Меня это абсолютно не беспокоит. Но это вообще то, что я хотел бы в самом финале нашей беседы обсудить. Хорошо. Про ожидания. Про завышенные или незавышенные ожидания. Можно, Никита, брошу Да. мысль, чтобы тоже запомнить, дальше продолжишь. Пожалуйста. Про завышенные ожидания. Я бы хотела Да. сказать про впечатление, когда ты долго общаешься с человеком онлайн, а потом встречаешься лично. Так. И что это фактически другой человек. И это тоже нормально, и надо это понимать. Нормально. И да, все. Да, поэтому здесь мне даже есть что тебе ответить. Поэтому я всегда ставил фотографии свои не самые блестящие. Мне очень нравилось, приятно удивлять людей. Я ставил какие-то самые обычные фотографии, не красовался, да, не выбирал самые лучшие фотографии с самыми лучшими ракурсами там или еще с чем-то, а такие прям самые-самые обычные. И раз за разом, на свидание я сходил на несколько сотен точно в своей жизни. Каждый Ничего раз я себе. видел приятное удивление в глазах своих, как это назвать, У меня такого рандеву, опыта не партнерок. было. Хотя, Никит, Я что ты я имеешь ходил на в сотни виду? свиданий, потому что мне это Под страшно свиданием. нравилось. Мне было очень интересно. Свидание — это когда мы познакомились реже вживую, как вы уже поняли, и чаще в интернете, назначили встречу, встретились попить кофе, пообщаться, погулять. Это я называю Подожди. свиданием. Я хочу разобраться. В таком Давай. случае у меня тоже было много свиданий. Конечно. Я считаю, что свидание... Я почему-то... Я тут не права. И я хочу это представление изменить. Но почему-то в Давай. моей голове свидание прям как в ромкоме, в романтической комедии, классической Так. такой.
тебя зовут на свидание, извините, надо же проговорить, как бы, да, я же как принцесса в замке. Говорят, в замке ничего сижу, не да. говорят, куда, да, там вот это вот все. Да, берут, увозят. Чуть ли зовут не на свидание, завязывают и ты глаза. знаешь, да, я иду на свидание. Все, я на свидание, все понятно. А все вот эти вот сходить попить кофе, сходить погулять, я такая, ну я же просто иду кофе попить или просто погулять. Ну какое это свидание? Правильно, молодец, Хотя, мне кажется, я тоже, это я за такой немножко ложь. Потому что, Ну, в если смысле, честно, ты всегда знаешь, у человека все-таки романтические интенции в отношении тебя или нет. Но если вы идете из Тиндера, я тогда перефразирую тебя. Если вы окей, идете из Тиндера встречаться, то очевидно, что вы допускаете точно какую-то вероятность романтического развития событий, да? Что вы как минимум не исключаете это. Может быть, не форсируете, не ожидаете обязательно любви и секса на первом свидании, но этот вариант присутствует. Так что в любом случае это же не назвать обычным походом для обсуждения книг. Слушай, нет, ты абсолютно прав. Просто у меня как раз очень противоположный твоему опыт. Я вообще очень мало знакомилась онлайн, так, чтобы это переходило в офлайн и вырастало в какие-то прям отношения. Я всегда знакомилась в офлайн мире, в реальном мире, а что тот нереальный, что ли. Ну, короче, я всегда знакомилась с какими-то другими способами, или со мной знакомили друзья, знакомилась на работе. Люди просто были как бы. И как-то так получалось. У меня даже комплекс был такой недавно очень большой, из-за чего я установила Тиндер, попробовала его, попереписывалась и не пошла ни с кем на свидание. Комплекс у меня, собственно, был такой, что как это, я ни разу Тиндер не пробовала. Что со мной не так? Вот. Но при этом я вот сейчас думаю, просто это, во-первых, разный опыт, а во-вторых, вот поэтому сложно разграничить, мне кажется, когда ты с человеком познакомилась, и вы такие, типа, пойдем кофе попьем, поболтаем. Вот это тогда свидание или нет? Ну, ты имеешь в виду знакомство в реальном мире, да, с тобой произошло? Да, например, нет, нас тогда познакомили на вечеринке друзья. Нет, я думаю, что... А в какой момент это становится свиданием? Мне нравится, как в американских фильмах делают. Они спрашивают, это свидание? Обычно. Класс. Ты меня зовешь на свидание или нет? Очень хороший. Я прям в нескольких разных сериалах каких-то это встречал, и мне страшно нравится. Нет, естественно, тут контекст подразумевает, что если вы познакомились на сайте знакомств романтических, то, наверное, все-таки уже вы каким-то образом допускаете возможность романтичности этого свидания. А если это, не знаю, новый коллега по работе, условно говоря, то вполне возможно, что человек может хотеть просто расспросить тебя, как тут все устроено, я не знаю, там, какие тут у вас особенности этого нового места работы. Черт его знает вообще, романтично это или нет. Но просто, видишь, разница-то в чем? Разница опять так сказать, в традиционных стереотипах. Я же не молодая эффектная женщина. А даже когда я был молод, я все равно не был эффектной женщиной. Ты просто был эффектный. Я не знаю, был ли я эффектный. Но ко мне за всю жизнь несколько раз подходили знакомиться девушки с явным каким-то романтическим интересом. Раза 3, наверное, за всю жизнь это было. Я-то так тоже... Я хожу точно так же. Что сегодня, условно говоря, не прямо сегодня, потому что у меня есть партнер сейчас, а вот что nowadays, как бы я так хожу, что в юности я так ходил. Прихожу я, значит, не знаю, на Арбат и хожу. Красивый такой, загадочный, умный, тонкий взгляд, значит, профиль тогда еще у меня лермонтовский. И ничего не происходит. Хожу час, хожу 2, там посижу, тут постою. Ничего не происходит. Но девушки вроде смотрят, ничего не происходит. Так я уезжаю домой. Вот сейчас бы... Да. Никит, сейчас бы познакомились. Знаешь, мне кажется, ты, может быть, видел в Инстаграме, в ТикТоке, вообще да, на самом деле. Я вижу, это очень классный тренд, я его просто обожаю. На русском точно есть. Одна там блогерка, не знаю, или блогерша, как правильно. Мы с тобой феминитивы обсуждали. Никогда не угадаем, да. Так. Ладно, как угодно. Она... оборачивает эти стереотипы наоборот и высмеивает их. Она едет в кабриолете по Москве, видит мальчиков и кричит: этой зайке не нужна хозяйка. Или это что-нибудь очень такие круто. типичные стрёмные фразы. Такие. Это офигенно. Да, и мужики так смешно смущаются. И мужики такие... Мы с тобой об этом говорили однажды, и я до сих пор считаю, что эта мысль ужасна. Серьезно, я сейчас оговариваюсь абсолютно серьезно. Я знаю
про огромный этот мир насилия над женщинами. Я знаю, как женщины чувствуют себя небезопасно. Любая женщина в течение дня чувствует себя в сотни раз небезопаснее или в 100 раз чаще небезопасно, чем любой среднестатистический мужчина. Мгм. Я представляю Правда. и знаю, как может быть чудовищна объективация или объективизация. Все время путаю, как правильно произносить это слово. Объективация. Мне тоже кажется, что объективация. Я все это понимаю. Но, честное слово, иногда очень хочется, чтобы мне вот как та самая девушка из ТикТока в кабриолете, какая-нибудь девчонка, понимаешь, сказала: ты какие мы красивые, а это куда такое вот у нас идет, знаешь, там что-нибудь такое, ах ты, да чего ж ты хорош, вот А что-то ты бы такое. запрыгнул? В кабриолет точно, кабриолет. точно бы запрыгнул, конечно. Нет, все Абсолютно. такие, как ты были. Вот вообще. Я бы из принципа запрыгнул, шучу. просто потому что это же анекдот самых юных лет. Мы этот анекдот, я его сейчас не вспомню, шутили там с детства. Там, на самом деле, с юных лет точно был такой анекдот, что типа идет домой усталый слесарь Колян, я не знаю, там останавливается кабриолет с 2 блондинками, они говорят: запрыгивай, типа. Он запрыгивает, и дальше они его везут, типа, в караоке, в сауну, все за их счет. Короче, шампанское рекой, черная икра, секс умопомрачительный, прямо с 2 этими красотками, секс втроем, все роскошно там и так далее. Все это довольно хорошо рассказывается, анекдот как бы литературный. И в конце концов они утром, типа, Коляна там где-то высаживает, он отправляется домой. И, значит, лежит дома такой, типа, что это было вообще? Это что было за чудо? И в это время кадр сменяется. Нам показывают этих 2 блондинок. И, типа, они такие: господи, а мы забыли взять у Коляна телефон. А говорит одна, а вторая такая: а ты думаешь, мы ему понравились? И вот, типа, ха-ха-ха-ха, начинается смех, это конец анекдота. Того, насколько это невозможно, да, то есть, там просто поменены ролевые модели, значит, мужчин и женщин. И, естественно, в это совершенно невозможно поверить, и зная этот анекдот, мы зарекались с друзьями, там, будучи, не знаю, 14-летними парнями, что если когда-нибудь рядом с нами притормозит кабриолет с 2 блондинками, мы прыгнем, даже если это будет означать большую опасность для жизни и здоровья. Ты знаешь, что после этого выпуска должно с тобой произойти? Я знаю, да. ФСБ должны захватить Кто-то меня из при помощи Нет. блондинок. Да. Я об этом не подумала. А я подумала вот о чем. Смешно, да. Я подумала вот о чем. Кто-то из наших подписчиков или подписчиц подъедет на кабриолете и скажет: это ты, Никита? Кабриолет заказывал? Да. И ну что, ты это такой: очень мило. Мне кажется, это будет классное продолжение. Если вы это сделаете, обязательно запишите все на камеру. Согласен, я согласен. Но вообще про это есть такая у меня важная мысль. Может быть, мы попозже к ней вернемся, если ты хочешь рассказать еще каких-то историй. Но вообще я абсолютно убежден, что с самого начала у нас есть такой стереотип у всех, что мы ждем от партнера, вот от нашего фэнтезийного партнера. У некоторых людей есть прямо четкий образ, что это обязательно будет блондинка, или это будет брюнет, обязательно там высокий, или мускулистый, или такой, или сякой, или там со шрамом, я не знаю, неважно, длинные волосы или лысые, как я. Но есть, даже если у человека нет конкретного образа, вот прям детализированного, в целом, с самого начала мы все ожидаем от партнера, что он принесет нам что-то такое, что-то особенное, изменит нашу жизнь к лучшему. Кто-то мечтает, например, о сильном, уверенном в себе партнере, который придаст жизни ясности, будет планировать, не знаю, и знать точно, что будет завтра. И мы с ним испытаем чувство необыкновенной надежности. Кто-то ждет от партнера ежедневного фестиваля приключений и праздника. Что вот появится такой человек, будет все время смеяться, веселиться, тянуть меня на разные мероприятия там и так далее. Кто-то ждет денег, кто-то ждет невероятной любви, заботы, много всего. Но мы всегда чего-то ждем. Поэтому у меня есть предложение, может быть, мы это в самый конец закинем, сделать такое простое упражнение. Вот закройте глаза и представьте себе, чего бы вы очень хотели от такого вот прямо волшебного партнера, который сейчас заедет за вами на кабриолете. Вот что бы он вам подарил бы, например?
Вот эти жизнь полную сюрпризов и приключений. Не знаю, подарков, внимания и заботы, море секса, я не знаю, там, хорошего настроения, интеллектуальные разговоры. Что? Вот представьте себе все, чего вы хотите от партнера, а потом постарайтесь дать это себе сами. И вот когда вы это сделаете, когда вы сделаете свою собственную жизнь полную праздника, приключений или, наоборот, уюта и семейного счастья и покоя, вот тогда потом у вас появится партнер, который точно все это даст. А до тех пор это не сработает. А? Офигеть. Не ожидали такого поворота событий? Круто. Вот Я, все, между прочим, чего сидела, вам не представляла. хватает, вы должны дать себе сами. Извините Потом ты это сказал. за эти слова. Потому что я знаю массу людей, например, я знаю массу мужчин среди своих друзей, которые отчаянно скучают в отношениях со своими женами. И все ждут, когда жены их превратятся в волшебных, загадочных незнакомок. Не знаю, в девушку из фильма «Девушка с татуировкой дракона», я не знаю, заедут за ними на мотоцикле, устроят стриптиз в неожиданном месте, не знаю, подарят им море приключений и так далее. Ну, им хочется приключений, дайте себе приключения сами. Девушки, которым ужасно хочется надежности, хочется уверенности в завтрашнем дне, четких планов, дайте себе это сами. Не ждите этого от партнера. И вот тогда вы все получите. До тех пор, пока мы пытаемся получить то, чего нам не хватает за счет партнера, эта затея обречена на провал. Это абсолютно правильные слова. Я согласна, подписываюсь под каждым. И я хочу сказать, дополнить здесь, что на самом деле это относится вообще к людям, Да, не только к партнеру. истинно так. Это относится ко всем отношениям, которые есть в вашей жизни. С родителями, с детьми, Да. с друзьями, Да. с коллегами. Не надо пытаться закрыть другим человеком ту дыру или те дырки, или что-то, или, не знаю, пазлики, как угодно можно это назвать, которые у вас есть. Это только приведет к тому, что эта дыра станет еще больше, мне кажется. Но ты прав, когда ты закрываешь эти потребности сам, потом появляется человек в твоей жизни. Ты его выбираешь, он не появляется, ты его выбираешь. Знаешь, вот часто говорят, недавно тут кто-то меня спросил, не помню, почему мне попадаются только вот такие странные девушки. И я говорю, да тебе не попадаются, ты только их и выбираешь, ты только на них смотришь. Это же так работает. Я раньше так не думала, я раньше думала, ой, ну мне только такие нравятся. Нет. Ты сам решаешь или сама, кто тебе нравится и кого. Это твой выбор, с кем ты хочешь быть, с токсичным человеком или все-таки с тем, кто поддержит тебя и будет рядом идти, а не пытаться обогнать, перегнать, подтянуть и прочее, прочее. Слушай, если честно, я считаю, что это вообще великолепный конец. Я бы сделала затравочку на вторую часть. Ну, вторая часть нам точно понадобится, но я хочу кое-что сказать вдогонку к тому, что ты сказала. Во-первых, я хотел сказать, что раз уж у нас сидят такие стереотипы с самых юных лет романтические о том, что партнер закроет нам свои потребности, можно использовать этот минус в свою пользу. Это же отличная лакмусовая бумажка. Вот все претензии, которые у вас одинаковые, похожие, накопились к этому дню вашей жизни за несколько попыток построить отношения, это и есть то, чего вам в жизни не хватает и чего вам нужно дать себе самому. Смотрите, как удобно. Ты можешь просто узнать про себя очень многое через отношения. Вот чего мне самому не хватает. Вот что я хочу сам себе дать. А второе, что я хотел сказать, это как раз про выбор партнера. Это же гениальная штука, которую очень много сейчас разные ученые цитируют. О том, что мы очень часто путаем с влюбленностью, с этим мандражом влюбленности, когда у нас вот это вот бабочки в животе, когда у нас всего заколотило, да, дыхание участилось, у нас вот пронзает электричеством какого-то невероятного возбуждения и тяги к конкретному человеку, очень многие ученые говорят, что это на самом деле страх. Что наша психика считывает те самые red flag, те самые признаки опасности для нас лично, для нашего психотипа, со стороны психотипа вот этого партнера, который нам понравился. И нам на самом деле организм кричит: опасно, опасно, уходи. Но так как адреналиновая история, связанная с удовольствием и со страхом, очень схожие, мы довольно долго считаем, что настоящая любовь у нас получится только с тем человеком,
от которого мы вот при знакомстве сразу испытали вот этот трепет. Вот он на нас взглянул, и как-то нас всех прямо изнутри пронзило, как-то вот затрясло, нас лихорадит, мы думаем об этом человеке, одержимы им. На самом деле, конечно же, по идее, от такого человека надо бежать бегом. Это признак того, что нам будет с этим человеком плохо. Не потому, что это плохой человек, а просто его какие-то особые триггеры задевают наши какие-то особые триггеры. Мы считываем, что с этим человеком нам будет опасно, страшно, тяжело и больно. И это очень похоже на настоящую любовь. В то же время тоже довольно странно действовать от обратного, что подсказывает нам логика. По идее, нам нужно особое внимание обращать на тех потенциальных партнеров, которые практически не вызывают у нас никаких чувств, кроме, легкой симпатии и ровного интереса. Скучно, да? Правда? Ой, как скучно звучит. Нет, подожди. В первом случае это интересная гипотеза, я с ней не сталкивалась, но это любопытно. Окей, может быть, да, согласна отчасти. Но со вторым 100% нет. Мне кажется, важен просто баланс какой-то. Во-первых, тебе не может сносить голову все время от любви. Это истощает. Это дает сил, но истощает тоже. Адреналин и эндорфины у тебя не вечные. Тебе нужно пополнять запасы, а пополнять их надо в спокойствии в том числе. Но чтобы совсем ровно было, я не думаю, что это правильно. Для меня лично это не работает. Мне кажется, все-таки вы друг у друга должны что-то вызывать. Но на этом, кстати, построен целый цикл романтических комедий, где, конечно, особенно красиво выглядят истории, когда люди сначала терпеть друг друга не могут, а потом обращаются во влюбленных. Это вообще классическая история, но она также про триггеры, на самом деле. Какая разница? Причем я охотно верю, что от изначальной ненависти тот самый один шаг до любви делается, а потом, спустя какое-то время, которое остается за кадром, этот шаг делается в обратном направлении и снова от любви приводит к ненависти, потому что если сильно триггерит человек, так и будет тебя триггерить, никуда от этого не деться. Но есть еще прекрасная история о том, как друзья становятся хорошими партнерами романтическими, как друзья становятся любовниками и становятся партнерами, может быть, даже на всю жизнь. Мне эта история очень симпатична, кстати говоря, и она как раз укладывается в какие-то ценности, которые я проповедую, а мне кажется, что хороший романтический партнер просто обязательно должен быть другом. Я иначе, честно говоря, даже не мыслю отношения. Я могу сразу рассказать. Знаешь, какое самое первое... За много-много-много лет использования дейтинг-приложений и сайтов, какое самое частое пожелание женщин к потенциальному партнеру, которое они пишут в своей анкете, типа напишу сразу, кого я ищу? Щедрого. Но это про Россию я вам рассказываю. Щедрого. Я вступал неоднократно в будоражащие воображение и вскипающие, кипятящие кровь дискуссии, где я пытался объяснить простую и очевидную мысль. Щедрый человек с вероятностью на 99% – это нищий человек, потому что щедрость неизбирательна. Если вы хотите человека, который будет тратить много денег на вас, надо сформулировать это как-то иначе. Потому что щедрый будет раздавать всем. Чтобы есть шанс, щедрым, что но вам только будет для меня. Доставаться мало. Да, например. Кстати, так. можно вопрос к тебе как к эксперту дейтинга? Да. От неэксперта дейтинга. У меня, я сейчас буду звучать как интернет-дейтинга. Эксперт. Интернет-дейтинга, я про это и говорю, да. Нерд. У меня там было очень много всяких запросов, и я такая, офигеть, 1000. Я такая, потом перестала заходить туда. Я думаю, ого, так много людей, а ты их не видишь, если в ответ, не лайкнешь. А я не лайкала почти никого. И я думаю, вау, так много людей, это у всех, наверное, так. А потом мне рассказали, что, мужчинам сложнее вроде как. В таком... Конечно. Реально? А то есть девушек все лайкают, а мужчины ждут, сидят вообще, когда им кто-то ответит. Или как это не так, естественно. Но слушай, это известная штука. Мужчины обычно оплачивают Tinder. Сейчас не знаю, как тогда это было. Несколько лет назад просто оплачиваешь Tinder. Платный Tinder – это безлимитное количество лайков. Дальше ты, даже не глядя в телефон, свайпаешь все подряд вправо. Просто вообще не глядя. Некоторые писали даже, кто поумнее, скрипт специальный, который сразу пролайковал всех. А дальше ты переписываешься, вообще смотришь, не переписываешься, просто смотришь на анкеты только тех,
кто лайкнул тебя в ответ. А. Потому что иначе смысл-то никакой. А какой тебе толк долго изучать анкету женщины, которая, возможно, тебе даже не лайкнет в ответ? А шансы для мужчин тем временем очень высоки, между прочим. Серьезно. Ну, то есть, я так вот сидел, и я сижу просто... читаю новости в Телеграме на компьютере. В правой руке, не глядя телефон, я просто вправо, пока минут через 20, Москва, большой город, мой телефон не такой тык-дык в руке, это значит кончилось. Больше на данный момент рядом с вами в радиусе 20 километров нету больше никаких пар. Ты убираешь телефон, смотришь в него вечером через несколько часов. У тебя, не знаю, 15 матчей из 1000, наверное, которую ты налайкал. Да? И ты дальше уже по матчам смотришь там. Это известная штука абсолютно. Это высмеивалось всякими стендап-комиками и так далее. Это просто известная штука. Потому что смысла иначе нет. Ну какой толк тебе долго изучать человека, с которым, возможно, не случится даже шанса поговорить? Угу. Да, простая математика. Эта история страшно бесила девушек. Это такой мем, анекдоты, мемы, срачи на эту тему были бесконечные. Друзья, пишите нам в Discord. Давайте обсуждать дейтинг. Давайте честно, откровенно с вами поговорим в Дискорде, в нашем безопасном пространстве, где можно обсуждать все. И давайте стараться делать это на русском, чтобы вы практиковались. И мы тоже. Вот, жду ваших историй. Прям хочется тред отдельный создать про свидание. Пожалуйста, пишите нам в комментарии, что вы думаете по поводу того, что сказал Никита, про бурю чувств и, наоборот, абсолютный штиль. Что вы думаете по поводу, скажем, секса на первом свидании? Затравка на потенциально вторую часть видео про отношения. А что вы думаете про то, кто должен знакомиться первым? Нам очень интересно, как это вообще устроено в разных культурах, но главное, в ваших собственных головах. Так что ждем вас в комментариях. Короче, в следующий раз у нас будет еще выпуск, и даже не один. Это невозможно. Это такая будоражащая и важная тема. И вот Марина предлагает говорить про секс на первом свидании и вообще в целом про секс. Друзья, мы обязательно запишем вторую часть, где мы будем об этом говорить, ибо мне есть что сказать, и я уверен, что Марине тоже. Главное, чтобы вам это было интересно. Я поскреб бородой даже о микрофон. Ну что ж, ждем ваши истории про свидание и секс, друзья. Да. Пока. До новых встреч. Пока.